Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. С вами, как обычно, Татьяна, Алексей. Сегодня воскресенье, мы находимся в очень интересном месте, которое хотим вам показать, познакомить вас с этим местом. И, может быть, вам понравится, и вы захотите сюда приехать. Все полезные ссылочки на это место и описание этого места на испанском языке мы оставим, как всегда, в описании под видео. Это место называется Гридас де Боль-Нуэво. Очень интересное местечко, которое образовалось давно-давно-давно. Сейчас мы прогуляемся, я вам расскажу немножко про историю образования вот этих красивых эрозий. Так, друзья, сейчас мы идем, смотрим, и я вам рассказываю, что если представить 5 миллионов лет назад, вот 5 с небольшим миллионов лет назад образовался Гибралтарский пролив. Я думаю, все знают, что это такое. Если не знают, загуглите и почитайте. И в результате этого Средиземное море из небольшой соленой лагуны наполнилось водами Атлантического океана. Уже буквально за 2 года уровень воды поднялся выше, и все вот это было у нас морским дном. То есть все это было под водой, и, соответственно, в этот период образовывались различные отложения, которые образовывались песчаниками, илом, ну и прочими морскими субстанциями. И вот какие-то желтоватые такой, как песок, желтоватые породы, это и есть морские образования, закоксовалось и превратилось в камень. Кстати, вот это явление, когда вода поднялась и заполнила часть суши, называется морской трансгрессией. Морская трансгрессия – это как раз геологическое явление, при котором уровень моря повышается по отношению к земле. В результате затопленная береговая полоса движется в направлении более высоких мест. Вот, собственно говоря, это и произошло. То есть вот эта суша была погружена под воду, и образовывался вот такой вот красивый рельеф. Но поскольку, друзья, эта территория была покрыта морем, то есть она была под водой, морские течения здесь накапливали различные материалы: ил, песчаник, гравий, и они постепенно оседали и уплотнялись, как я уже сказала, пока не образовалась морская платформа, которая вот такого желтоватого цвета. Ну и в результате движения тектонических плит, а также различных климатических изменений, море отступило, и Гридас де Боль-Нуэво вновь оказалось на поверхности. И произошло это, по-моему, 2,5 миллиона лет назад. То есть все вот это вот было давно. Очень интересно, друзья. Таким образом, друзья, последовательные колебания уровня моря привели к тому, как вы понимаете, что это пространство на какое-то время превратилось в обрыв. Ну и здесь уже действие ветров, действие песков и действие дождей тоже вызывали такую вот эрозию. Ну и порывы ветра, которые содержат частицы песка, они, вот вы видите снизу больше такое сужение вот этих вот рельефов, они как раз создают такую эрозийную картину, и рельефы постоянно меняются, потому что меняется, естественно, климат, ветер, песок, дождь. Все делает свою, в общем-то, вносит как художник свою лепту в изменение рельефа вот этих красивых эрозийных таких фигур, можно сказать. Некоторые сравнивают это с грибами. Может быть, да, если присмотреться, кажется, что это какие-то сказочные большие грибы. Очень красивый, неповторимый рельеф. В прошлые годы мы туда заходили и смотрели, можно было гулять вот так по дорожкам. Сейчас все огорожено, все сохранено, и слава богу, что наконец-то стали так вот серьезно к этому относиться и беречь это место. Это уникальное место. Друзья, будет все в описании. Если вы захотите посмотреть, то, пожалуйста, приезжайте. Ссылочка на это место на Google Maps будет в описании под этим видео, а также статья на испанском языке. Вы можете прочитать более подробно. Доступ у всех достаточно легкий, даже люди с ограниченными возможностями, с детьми могут посетить это место, потому что, посмотрите, вот с этой стороны у нас есть абсолютно бесплатная стоянка.
вот такая большая, и море, по которому можно гулять, отдыхать, плавать, пляж, кафешки. Заодно можно и отдохнуть. Ну, а также, друзья, можно здесь немножечко прогуляться, пройтись ножками, потому что здесь вот есть такие тропиночки вокруг, просто полюбоваться горами. Также сейчас мы спустимся к пляжу, пройдемся. Там можно перекусить тем, что возьмете с собой, каким-нибудь фастфудом, водичкой. И здесь замечательное место и для того, чтобы проникнуться так историей, может быть, историей образования этого берега, и для того, чтобы просто отдохнуть, погулять, плавать. В общем, место здесь замечательное. Всем рекомендуем к посещению. Алексей уже куда-то пополз по горам. А море совершенно рядом вот от этих вот образований, так называемых. И вы видите, что оно отступило не так далеко. И если кто-то смотрит наш канал, то вы помните, что когда мы гуляли в городе, который называется Санта-Пола, там тоже есть крепость, которую строили на берегу моря. Но прошли времена, и море отступило. И теперь от этой крепости где-то до моря 700 метров приблизительно. Поэтому вот так меняется климат, двигаются тектонические плиты, происходит что-то в природе и в геологии, и рельеф моря изменяется. Береговая линия то подступала, то отступала. И образовались вот такие уникальные природные явления. Вот как это. А рядом с этим местом расположен совершенно шикарный пляж. Смотрите, прямо через дорогу. Длинная-длинная полоса чистого, красивого песочка. Море сегодня необычайно синее-синее. И туда тоже тянется пляж. Пляжная линия. Очень приятно. И что ж, друзья, раз мы сюда приехали к морю, попробуем, какая здесь водичка. Вдруг она теплее, чем у нас. А красота здесь, конечно, песочек такой классный. Неимоверная. Посмотрите, как красиво. Надо в теплое время приехать как-нибудь купаться. Вот такое интересное местечко мы вам показали. В следующий раз мы покажем вам еще одно интересное место в следующем видео, которое тоже находится здесь рядом. Уникальное место. Алексей про это место прочитал. Надеюсь, что мы сегодня тоже это место снимем. Он расскажет вам про это интересное местечко. И обязательно в следующем видео мы вам покажем. Так что не пропустите следующее наше видео. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Ну а если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и написать свой отзыв. Интересны вам такие места или нет. А мы будем стараться показывать вам много интересного здесь, в Испании. Кстати, сегодня у нас температура 22 градуса. Мы в футболочках. Погода шикарная. Светит солнце, небо голубое и побережье Средиземного моря. Но некоторые экземпляры ходят в куртках. Это наш Дима.